Друзья, приветствую! Сегодняшняя история началась с внезапной встречи, ведь я совсем не ожидал увидеть целую лосиную семью прямо возле трассы. Тем не менее, именно здесь растут кусты ивы, которыми так любят лакомиться лесные гиганты. Долго позировать копытные не собирались, и, испугавшись приближавшегося трактора, предпочли скрыться за деревьями. Но я не терял надежды и решил познакомиться поближе. Это семейство точно не из робких, ведь животные спокойно стояли в поле и, казалось, не обращали на меня внимания. Однако все это время подростки только и ждали команды матери, которая вскоре предпочла удалиться на более безопасное расстояние. Это далеко не максимальная скорость, а значит, мать не видела в появлении чужака сильной опасности, ведь детеныши уже далеко не беззащитные, как это было год назад. Изучив обстановку, семья продолжила отступать, то и дело останавливаясь, чтобы проверить, нет ли погони. Кстати, на заднем плане отчетливо виднеются последствия работы жука-короеда, который, выбирая ослабленные деревья, по сути является санитаром леса, но из-за роста популяции крошечные насекомые могут стать причиной настоящего бедствия, ведь без принятия мер в короткие сроки гибнут целые леса. Но копытные постепенно удалялись все дальше. Проводив их взглядом, я наконец отправился в выбранное место, которым была уже знакомая опушка вблизи небольшой речки. Однако здесь, невзирая на продолжительную теплую погоду, по-прежнему лежал снег, и мне кое-как удалось найти небольшой участок, где были видны признаки наступившей весны. Это место всего на 40 километров севернее моего дома, но зима здесь всегда длится на пару недель дольше. Тем не менее, первоцветы пробились сквозь холодную землю, но в вечернее время лепестки были уже спрятаны. Здесь, на открытых участках, я и установил фотоловушки, особо ни на что не рассчитывая, но все же близость воды всегда дает дополнительные шансы на появление представителей местной фауны. Солнце быстро садилось, поэтому я отправился домой, а через 2 недели вернулся, чтобы проверить, а возможно и переставить камеры. «22 апреля от зимней картины остались лишь скромные участки, ведь температура в тени превышала 20 градусов, совсем как летом. Наконец, вместо снега появились первые лесные цветы, настоящее украшение на фоне пока еще не проснувшейся растительности. Это ветреница дубравная, часто ошибочно называемая подснежником. Хотя и это название имеет смысл, но оно уже занято другими растениями. В последние дни ветра дуют в полную силу, и даже высокие деревья не спасают низину от буйства стихии. К счастью, фотоловушка была на прежнем месте, поэтому пора наконец переходить к свежим кадрам. Первым отметился ворон, который без особых усилий добрался до спешно спрятанных в снегу приманок, большинство из которых моментально оказались в огромном клюве птицы. Следом, буквально через час, попалась первая в этом году серая цапля. Все водоемы давно оттаяли, а значит, привычная добыча в виде рыб и лягушек снова доступна в полном объеме. Львиная доля срабатываний пришлась на качающиеся от сильного ветра деревья, но вот неделю спустя на опушку пожаловали лоси в составе семьи из 2 особей. Пока свежей травы нет, интерес для них здесь представляют молодые хвойные деревья, питьевая вода, а также ивовые кусты, к которым и направилась лосиха.
Невероятно длинные ноги позволяют этим животным легко преодолевать водные препятствия даже с илистым дном. Пока один участник группы с любопытством рассматривал фотоловушку, другой продолжал активно поедать сочный кустарник. Молодой лось так и не решился приблизиться к камере, и вскоре семья покинула поле зрения. С активным таянием снега ручей быстро превратился в полноводную реку, но также стремительно сузился до привычных размеров. Больше никто не пожелал позировать, но с появлением растительности, думаю, ситуация изменится к лучшему. Соседняя камера была направлена на тот же самый ручей, который ночью пыталась пересечь лисица. Мочить шубу совершенно не хотелось, и рыжая все же нашла удобную переправу. Снег быстро таял, в чем заметно помогал сильный ветер, а вот пролетающим воронам капризы стихии вряд ли приходились по душе. Ночью хищница искала путь в обратную сторону, а в послеобеденной тени неспешно пробирался лось, пытаясь по пути найти съедобные ветви, но пока безуспешно. Присутствие воды ничуть не смущало зверя, который, в отличие от лисы, не утруждал себя поиском обхода. На этом активность животных закончилась, а снег продолжал терять в объемах. Солнце было еще высоко, поэтому я отправился на поиски новых мест. В ветреную погоду я не люблю бродить по глухим местам, ведь это увеличивает шансы столкнуться с дикими животными, которые полагаются на развитый слух и при приближении человека стремятся покинуть опасную зону. Гуляющий же по лесу ветер может стать препятствием для самых продвинутых ушей, поэтому перемещаться стоит с особой осторожностью. К счастью, медвежьих следов пока не видно, но в этих краях косолапые встречаются часто. В прошлом году прямо в этой же низине прошло целое семейство. Пока же я увидел только следы деятельности лосей, но хищников здесь водится предостаточно, и чтобы их привлечь, я спрятал приманки в старом пне, установив фотоловушку на ближайшем дереве. Посмотрим, что из этого получится. Вторая камера расположилась неподалеку, захватив в кадр небольшой ручей из талых вод. Планирую вернуться сюда через пару недель, а может и месяцев, ведь чем больше времени пройдет, тем любопытнее смотреть на попавших в поле зрения животных. А пока под завывание ветра я отправился на выход, попутно любуясь весенними пейзажами и отмечая в уме любопытные места на будущее. Еще больше наблюдений и отчетов вы можете найти в моем телеграм-канале. Ну а на этом выход из леса найден, значит, пора отправляться в сторону дома. Не забывайте подписываться и оставайтесь на связи, чтобы не пропустить свежие лесные новости. До скорого!